рисуя ее рядом с могилой своей жены. Вдовец заметил дыру под крестом, но при ближайшем рассмотрении не мог поверить своим глазам. Однажды Томас пошел на кладбище, которое он редко посещал. К сожалению, его здоровье не позволяло ему этого после того, как он попал в ужасную аварию, в которой он потерял жену. Каждый раз, когда Томас навещал свою жену на кладбище, он вспоминал тот день, когда впервые встретил ее, когда впервые увидел ее, когда выходил из автобуса, и он собирался сесть в машину, когда она произвела на него впечатление. С ее чистотой и свежестью отличалась темнокожая девушка с глазами. Синие были абсолютно уникальными и яркими. «Ты такой, как сказал ей цветок». Томас с восхищением. Автобус, на котором он собирался сесть, давно ушел. Он безнадежно опоздал на работу, но с того момента ему было все равно. Томас и Люсия влюбились и через 3 месяца поженились. Он был самым счастливым человеком в мире. Однако после 10 лет совместной жизни у них не было детей, но с тех пор Томас и Люсия полюбили друг друга, и через 3 месяца они поженились. Томас никогда не жаловался на это. Для него у него было все, что ему было нужно. Кроме того, он не мог представить, что Люсия беременна. Для него Люсия была самое нежное существо в мире и должно было быть защищено как таковое. Однако он не знал, как заботиться о ней или спасать. Сейчас она лежала на глубине 2 метров под землей. Прошло 10 лет после аварии, но Люсия навсегда осталась в его воспоминаниях. Он не мог представить, как выглядела его жена в гробу, поэтому он не мог понять, как она выглядит в гробу, и поэтому он не мог понять, как она выглядит. Томас не мог больше откладывать то, что планировал, и пошел в хозяйственный магазин и купил все, что ему было нужно. К его стыду он никогда не ставил памятник на своей могиле. Он только поставил крест и табличку с фотографией. Томас хотел нарисовать. Вала должен был достать веревку и привязать кусты к кресту, но когда он был сразу за крестом, в земле была большая дыра, которую он раньше там не видел. Он вспомнил, когда вышел из комы, и первое, что он спросил, было, о ком его жены. Последнее, что у него осталось в памяти, была огромная дыра, которую он никогда раньше не видел. Грузовик пролетает над ними, и Томас полностью поворачивает руль влево, оставляя пассажирское сиденье незащищенным, под ударом. Я просто думал о том, смогу ли я повернуть время вспять и все изменить, но это было не нарочно. Я действовал, повинуясь инстинкту. У него не было времени принять решение. После 3 месяцев, проведенных в коме, он вышел из больницы и направился прямо к могиле своей жены. Он все еще не мог поверить, что это произошло, и что, кроме того, по его вине он теперь не мог поверить, что кто проделал дыру в могиле его жены. Его жена Томас как могла или опустилась на колени и включила фонарик на телефоне, чтобы заглянуть в отверстие, и к его удивлению, могила была совершенно пустой, без гроба или каких-либо останков. Теперь он думал, что посещал пустую могилу в течение 10 лет, и его жена лежала где-то в безымянной могиле. Томас не участвовал в похоронах и своей жены, так как к тому времени она была в коме. У него не было родственников или детей, которые могли бы дать ему информацию и помочь. Когда Томас приходит в себя после всего этого, он сначала пошел в кладбищенскую контору и обнаружил, что его жена лежит где-то в безымянной могиле. Прокуратура начала заполнять заявление о разрешении на эксгумацию и через 6 месяцев наконец получила разрешение. Когда в присутствии следственной группы вскрыли яму, оказалось, что Томас был прав, кто-то выбрался из нее. С этими доказательствами возбудили уголовное дело, и поскольку еще одно дело было отложено на полку, прошло время, и ничего не произошло, никто не искал Люсию. Тогда Томас нанял частного детектива и очень скоро получил результаты. Детектив не решился сразу поделиться тем, что обнаружил, со старым и больным человеком. Как Томас набрался смелости, детектив позвонил Томасу и сообщил ему о том, что он нашел. Томас держал в руках листок бумаги, на котором было написано им самим под диктовку детектива. Была информация о месте жительства его. Жена Люсия, которая была жива. Люсия прожила там 10 лет со своим любовником. Томас не мог полностью поверить в происходящее. Я был уверен, что это была ошибка, однако Томас осмелился пойти. Позвонил в дверь и открыл дверь. Конечно, было невозможно не узнать ее позади. Она услышала голос, маленькая девочка Люсия. Увидев его, не узнала. Томас предположил,
что это потому, что он сильно изменился за эти годы из комнаты. В коридор вышла инвалидная коляска, а в ней девочка лет 8, очень похожая на Люсию Томас, повернулась и села. Она поспешила уйти со слезами на глазах, и оттуда услышала мужской голос. Томас вернулся домой и почувствовал облегчение, что он ни в чем не виноват. Он никого не убивал, она была свободна от этой могилы на кладбище, в целом она была свободна от всех обязательств по этой любви. Наконец он посадил ее на поезд. По дороге домой она прочитала отчет детектива. Авария была подготовлена Люси, не пострадала она и ее любовник. Надеялись, что Томас умрет, но когда они узнали, что Томас умер, они решили, что он мертв. Из-за чего он выжил, они организовали похороны и исчезли, вернувшись домой. Томас намеревался начать новую жизнь. Что он думает о трагическом исходе этой истории? Спасибо, что дошли до конца нашего видео. Мы приглашаем вас оставить свое мнение в комментариях, подписаться на нас, поставить лайк и поделиться видео, чтобы оно охватило как можно больше людей. Мы ждем вас в следующем видео, где у нас будут подготовлены действительно удивительные истории. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.